Всем привет! И сегодня я бы хотел рассказать, как фармить максимально эффективно энда, а именно 120-130 тысяч энда в час. Заинтересовал? Что ж, присаживайся поудобнее. Сначала вам понадобится бустер на моды, который увеличит количество падающего энда. Достать его можно с ежедневной вылазки, или же купить у бара Китира. Первое проще, так как бары привозят его очень редко. Одного бустера на пати будет более чем достаточно. Насчет бустера на шанс дропа, на энда он никак не влияет, уже проверено более 2000 заходов. Для фарма нам понадобится открытый стальной путь у всех членов группы. И хотя бы у одного открытая арена на сейдне. Арен для фарма у нас имеется две. Ям и водяной. Ходит легенда, что на водяном падает больше энда. Я это протестил и не заметил. Но на водяном есть модификатор на уменьшенную длительность, который приходится дожить из-за того, что он ломает стяжку Нидуса, а значит приходится тратить больше времени на заход. А мы ведь с вами играем на эффективность. Да и к тому же этот модификатор может выпасть и пару раз подряд, превращая каждый заход в рестарт. Лично мой рекорд 6 подряд, до того как я перестал играть на водяном. А у вас? Теперь, когда мы определились с нужной ареной, я бы хотел поговорить о билдах. Группа на арену состоит из двух негросов, Нидуса и Кора. Начнем, пожалуй, с главного. Тому, кто задает темп всему заходу. Самая сложная и ответственная роль, а именно Нидуса. По билду можно сразу понять, умеет человек играть на Нидусе или же он профан. Самое важное в Нидусе – это зона поражения. Она должна быть максимальной 280%, чтобы вы могли стягивать крипов с их респаунов, а не ждать, пока они сами подойдут к куполу. Что экономит время на закрытие арены, а соответственно и увеличит вашу эффективность. Второй немаловажный показатель – это длительность. Он должен составлять 13%. Ведь чем меньше живет кока Нидуса, который притягивает крипов, тем быстрее мы сможем его повторно рекастануть, а вследствие не ждать, пока крипы сами придут, а за пару стяжек их стяну с любой точки на карте в сам купол. Именно поэтому невозможно играть на Нидусе, на водяном, потому что с такой длительностью, когда прокает модификатор на минус длительность, кокон не стягивает крипов вообще. Саму же стяжку нужно бросать на потолок и на стены, ориентировавшись на карту, и смотреть, на каком респауне ресаются крипы. Именно поэтому Нидусу нужно быть хостом, чтобы крипы резались ближе к нему. И также нужна аура-детектор противника, желательно две на группу, так как они стакаются и одной будет попросту не хватать. И последний нужный показатель – это энергоэффективность. Ее также нужно на максимум, так как мы постоянно используем стяжку, энергия у нас улетает быстро. И да, забыл сказать, во всех билдах мы пользуемся услугами Гельминта. На Нидуса мы прививаем притяжку от Мэг и ставим мод-аугмент на нее, чтобы в дальнейшем притягивать сферы энергии и энда себе, так как Кора у нас будет с диспенсарием. Энергию нам будет откуда тянуть. Да, и в целом это очень удобно, можно просто стоять и спамить двойкой. Веселый геймплей, не так ли? Защитный перекат нам нужен, чтобы выжить в начале, пока у всех способности находятся в откате. По мистикам вы можете брать то, с чем вам будет удобно. Страж, обнуление, зарядка, смотрите сами. По поводу модов на здоровье, они вам не нужны, так как если вам прилетает, то вас шотает, и неважно было у вас 500 хп или же 2000, лучше засейвиться другими способами. Перейдем же к коре. Кора нам нужна для дополнительного дропа энда, чем ей помогает аугмент, ворующий удушающий купол, на ее четвертое умение. Энергоэффективность тут также максимальная, чтобы мы могли быстрее призвать наш первый купол в начале. Купол ставим ближе к двери, чтобы она была постоянно открыта, и Нидус мог стягивать без проблем с соседней комнаты. Зона поражения для купола должна быть 49-55%, так как с таким куполом комфортнее всего умерщвлять крипов, и они не будут вылетать из него. Конечно, вы можете поставить больше или меньше, если вам так будет комфортнее. Длительность стараемся поднять до 200%, чтобы не очень часто перекастовывать купол, так как нам еще надо бить крипов. У меня это 29 секунд. Из прививаемых скиллов Гельминта у нас только два кандидата. Это диспенсарий на сферы энергии нашей группы, или же если один из негросов его себе привьет, то можно взять клич Валькирия для поднятия скорости атаки группы, что ускорит закрытие арены. Да и к тому же с длительностью в 29 секунд на него не нужно ставить аугмент. Так как коры и некросы у нас ДД, мистика у нас стоят на урон, ярость и удар. Также паками из трех модов гладиатора мы повышаем шанс крита ближки, поэтому у нас будут фулл красные криты, особо не напрягаясь. Ну и последний в списке, но не по значимости, у нас некрос.
Он нам нужен так же, как и Кора, для повышения шанса дропа. Почему вы спросите, их двое? Второго дали по акции в пятерочке? Нет, глупенький, отвечу я. А все дело в том, что Некрос у нас имеет ограниченное количество осквернений в минуту. И сам он не успевает справляться со своей ролью. Именно поэтому нам нужен второй его братишка. На самом деле, по ощущениям, даже два Некроса не успевают осквернять, если быстро закрывать арену. Главный показатель у Некроса – это его зона поражения. У меня на 250%. Этого будет достаточно. Спросите, а зачем она ему? Да все очень просто. Ведь мы ему прививаем колчаны вары, чтобы наша группа жила в инвизе и могла безопасно убивать крипов, а не отвлекаться на какие-то там смерти. Стрелу нужно кидать один на купол, вторую на Нидуса. Ну, а второй показатель у нас – это длительность. Тут все логично. Чем больше она, тем меньше мы отвлекаемся от убийства крипов, чтобы кинуть стрелу. У меня она составляет 179%, и этого хватает, чтобы стрела 22 секунды существовала. Вполне достаточно, считаю. Также по гладиатора на криты и мистики на урон, ярость и удар. А вот такой билд на Некроса с диспенсарием. Тут упор в силу, чтобы выше шанс дропа сфер был. Предлагаю посмотреть на наш обычный заход. Вначале Зинурик на заливку манны. Купол ближе к двери. Первоначальная стрела в купол. Пока нету энергии на вторую стрелу, Нидус пытается засейвиться. Лазарин, перекат, ну или просто встать в первую стрелу. А на коре третий скилл в Винаре нужно прожать на хелы и направить кошку на союзника, чтобы она не стопила крипов своей стяжкой. Это мешает Нидусу стягивать. А в целом из ауру можно брать детектор противника, детектор добычи, если вы не видите энда, стальной натиск на урон ближки, или же коррозийку на минус броню врагам. Но два детектора противника должно быть обязательно, если вы хотите, чтобы Нидус работал. По школам на Нидуса я бы рекомендовал Лазарин, чтобы он жил. ТД любят часто брать на ремонт, чтобы комбо не спадало. Я же сам пользуюсь мистиком основная и вторичная ловкость для сохранения комбо. Также кому-то из группы надо будет взять Зинурик и давать его в начале, чтобы залить энергию на первоначальный каст того же купола, стрелы, стяжки. Насчет Лазарина на некросов категорически нельзя им ставить, так как в операторе некросы попросту перестают осквернять. По оружию хорошо подойдут Кронены, Никаны, Венка, Жнец, Зосип, Фан. На самом деле, если ваш билд на ближку адекватный, то и одного ДД будет достаточно для быстрого закрытия арены. В среднем заход выходит от минуты 10 до минуты 40. Бывает, конечно, что мобы спавнятся криво и закрываете дольше, но это редкость. Падает около 3000 энда. Конечно, бывают заходы и меньше падает, но я говорю среднее значение, так как бывает и по 3500, и по 4к падает. А вот уже наши результаты в среднем. Что ж, ролик подошел к концу. У вас есть видео, есть результат. Если хотите так же, примитесь, развивайтесь, прикладывайте усилия. А не нойте, что Лэри в HSV. Спасибо за просмотр, с вас лайк, подписка, жду ваших комментариев.